Беспроводные наушники форм-фактора, вкладыши со стильным дизайном, Bluetooth версии 5.3, режимом низкой задержки, удобным сенсорным управлением, технологией шумоподавления на базе искусственного интеллекта для звонков, поддержкой Google Fast Pair, защита от пыли и воды класса IP54 и отличным временем автономной работы. Обо всем этом можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Redmi Buds 4 Lite. Но как же на самом деле дела обстоят у данного бюджетника, сейчас я вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой белой коробке из тонкого картона. Разумеется, на ней есть изображение, название и краткая информация модели. Пакинг не очень презентабельный, но что и стоило ожидать за подобную стоимость. В комплекте мы имеем бокс, вкладыши, краткое руководство и кабель USB Type-C для зарядки. Бокс весит 26 граммов, один наушник 3,8 грамма. Габариты бокса небольшие, 55 на 47 на 22 мм. Наушники также не особо большие, 32,3 на 19,3 на 19,3 мм. Звуковод овальной формы с обыкновенной сеточкой. Его размеры 7,6 на 5,8 мм. Нет возможности примерить, хотя бы прикиньте, как вам подойдет это дело или нет. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телегу скидок, там много всего полезного всегда. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Все в описании. Как и еще 7, наверное, моих различных соцсетей, включая, кстати, текстовые обзоры. Все в описании. Подписываемся, читаем, комментируем. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Скоро начну делать топы, которые вы любите. Надо было накопить материала, чтобы сравнивать. Перейдем же к наушникам. В продаже имеется 4 расцветки на выбор. Это черная с зеленым, белая и оранжевая. Дизайн бокса простенький, выглядит он по мне хорошо. Крышка бокса выполнена из глянцевого пластика, а основание матовое. Качество материалов, учитывая стоимость, хорошее, как и сборка. Тактильно бокс приятный, но матовая часть очень скользкая. В кармане не мешается, так как бокс довольно компактный. На корпусе расположили надпись Redmi, LED-индикатор и разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, крышка в открытом состоянии фиксируется, за что плюс. Шарнир пластиковый, люфт у крышки есть, но он минимальный и только в закрытом состоянии бокса. Хлопок при закрытии бокса глуховатый, внутри есть краткая информация и 2 горизонтальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в боксе не гуляют, вытряхнуть наушники с закрытой крышкой бокса довольно сложно. А с открытой крышкой бокса вытряхнуть можно, но необходимо будет все равно приложить немало усилий. Извлекать наушники из бокса не совсем удобно. Наушники выполнены из таких же материалов, как и бокс, большая часть наушников из глянцевого пластика, а внешняя сторона ножки матовая. Дизайн наушников напоминает дизайн Xiaomi Buds 4. Помните их? Посадка комфортная, при длительной носке уши не устают и наушники в ушах сидят плотно. Даже если потрясти головой, то они не вылетят. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, микрофоны, маркировку Left и Right и сенсорную область для управления. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова и включение-выключение режима низкой задержки. Одиночного нажатия на борту нет, ложных срабатываний у меня не было. На команды наушники откликаются хорошо и быстро. Минус за то, что переключать треки можно только вперед. И нет вызова голосового ассистента, несмотря уже от отсутствия регулировки громкости. Переназначить команды возможности нет. И не думаю, что она появится. Включение-выключение режима низкой задержки сопровождается системным звуком. Наушники оснащены 12-мм динамическими драйверами, конечно же, активного шумоподавления, режима прозрачности, мультипоинта, датчиков автопаузы и других различных дорогих технологий данная модель не имеет. Но есть зато функция Google Fast Pair для быстрого подключения. Заряд наушников в шторке отображается, по одному работают и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, что очень удобно. Емкость аккумулятора бокса 320 мАч, полный цикл зарядки 2 часа. Беспроводной зарядки нет. Наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза. Саморазряд у бокса я не наблюдал. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч. Полный цикл зарядки наушников занимает 1 час 20 минут. Отыграли наушники у меня на 65% громкости 4 часа 38 минут, что является довольно хорошим результатом. Быстрой зарядки на борту нет, а с боксом они могут прослужить еще около 18 часов. Все зависит, как всегда, от сценария использования. Водонепроницаемость класса IP54 только у наушников. Я, конечно, их скупал их в воде, и с ними ничего не произошло, но вам так делать не стоит. Почему? Потому что IP54 защищает максимум от пота и мелкого дождика, от легкой влаги, так что топить их нельзя. Кстати, какие наушники можно топить у меня на руках Соньки. Я их уже топлю, я в них плаваю, когда-нибудь расскажу. Беспроводные наушники Xiaomi Buds 4 Lite на данный момент не имеют поддержки фирменного приложения, что неудивительно, опять же, учитывая их стоимость. По моему мнению, так как это бюджетные наушники, не факт, что их вообще добавят
добавит список поддерживаемых моделей в приложение Xiaomi Earbuds, хотя вполне возможно в какие-нибудь кастомные приложения их уже добавили. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, и это очень хорошо. Из кодеков на борту только SBC. К яблочным устройствам они подключаются, разумеется, тоже без проблем. Через одну стену не отваливаются, как и через две стены, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметная, в целом, как и в играх с включенным режимом низкой задержки. Играть комфортно, но, конечно же, это не минимальная задержка. Если присматриваться, то можно заметить легкую рассинхронизацию звука и видео. Примеры вы сейчас увидите на экране. Team is unstoppable! Микрофоны с алгоритмом шумоподавления на базе искусственного интеллекта АИ отрабатывает данная система неплохо, я бы даже сказал, удивительно за подобную стоимость. Средний перегруз присутствует, и голос искажается, но не прям мрачно. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Redmi Buds 4 Lite. И да, они супер эконом, да, все остальное, что делает Redmi, тоже всегда супер эконом, но разве это плохо? Собраны они нормально, пластик качественный, микрофоны вы слышите, не самые ужасные, которые я тестировал, а самое главное, их практически везде можно пощупать, посмотреть, примерить для того, чтобы решить для себя, стоит ли их приобретать или нет. Звучание. Запас громкости есть, но небольшой. Я прослушивал музыку не выше, чем на 85% громкости. Учитывая низкую стоимость, звучание мне показалось хорошо сбалансированным и чистым, но на 100% громкости каша, разумеется, есть. Низкие частоты в убытке, что стандартно для вкладышей, их почти здесь нет, но могу сказать, что для тех, кто предпочитает не басхедное звучание нейтральное, данная модель удивит тем, как она справляется с ударными и не только. Средние частоты звучат приятно, как и высокие. Это один из основных плюсов Xiaomi Redmi Buds 4 Lite. Из минусов: нет поддержки фирменного приложения, нет возможности переключать на предыдущий трек, нет кодека AAC. Ну и кодеков высокой четкости, разумеется, тоже нет. Но плюс огромный — это цена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Соцсетей у меня много, включая новости и печатные обзоры. Резюмирую: беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, учитывая стоимость, отличные вкладыши с отличным дизайном, Bluetooth версии 5.3, хорошим функционалом, достаточным временем автономной работы и приятным звучанием. Я удивлен этой моделью за данную стоимость. Девайсу по мне однозначное да. Всем, кто оставит комментарий больше 5 слов, знайте, вы помогаете проекту. Огромное вам спасибо за просмотр. Всем отдельное спасибо. Добра и удачи вам, дорогие друзья.